Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! Скоро у нас стартует баннер на нового героя сбора Монелиса. Возможно, на момент просмотра видео он уже идет, либо вообще закончился, но это не столь важно. Надеюсь, вы успеете посмотреть видео до того, как пройдет баннер. Также это будет не гайд по сбору, а здесь мы сравним именно данного героя. Гайд будет отдельно, поэтому чтобы не придираемся к оркам и так далее. Сравнивать мы ее будем без пробуждений с другими героями сбора, которые именно у нас damage дилеры, такие как Хуберг и Телендор. Ну что ж, приступим к обзорчику. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гильолит. Так как на финальном боссе у нас будет много целей, уже есть информация в принципе по этому поводу, то будем использовать здесь 5 манекенов, так как именно 5 целей будет у нас на финальном боссе. Будет финальный босс и там по 2 миньона с каждой стороны, то есть примерно такая же ситуация. Соответственно, сравнивать мы будем также. По саппортам тут я делал все в атаку, на раздачу атаки, и соответственно будем также наших damage дилеров сравнивать при такой же расстановке. Единственное, что в случае с Телендором у нас на линии будет другая шмотка стоять, которая будет бафать урон вокруг себя, так как Телендор милишник и побежит вперед. Также по пробуждениям у героя давайте тоже разберем. То есть у нас основная пробуда, это, кстати, большой плюс, именно вторая. У нас будет пассивка срабатывать, когда союзники накапливают 3 заряда сбора. Все остальные пробуждения это идут статы и именно на выживаемость. То есть она будет сопротивление урона раздавать своим союзникам. Это, кстати, тоже неплохое пробуждение, но именно на урон оно никак не влияет. То есть мы можем некоторым составом, допустим, там 4 сбора и Лина, образно говоря, где-то выживать так, как другие команды бы не выжили. Вот. При этом она еще неплохой урон наносит. Также по ее навыкам каждый заряд сбора у Монелисы уменьшает получаемый урон на 10%. И также, когда союзники накапливают 5 зарядов сбора, Монелиса обрушивает полумесяц на наибольшее скопление врагов и наносит 300% от атаки урона сияния. Область ромб 3 на 3, также как я уже показал, второе пробуждение снижает с 5 до 3, то есть будет чаще наносить урон. Боевой навык дает ей один заряд сбора и увеличение урона на 40% на 8 секунд. И также, если после применения боевого навыка количество заряда сбора достигает максимума, то этот эффект на увеличение урона срабатывает на всех героев из школы сбора, также на 8 секунд. Ну и ультимейт по всей карте после недолгого чтения создает лунную волну, которая наносит урон сиянием всем врагам, 400% атаки, и также на продолжает чтение и в течение 3 секунд направляет 5 волн полумесяца в самую плотную группу врагов, также нанося 200% урона атаки. И также вот эти отскоки, они имеют область поражения 3 на 3. Ну и также, как обычно у всех героев сбора, есть усиление от количества эффектов сбора на момент использования ультимейта. При одном эффекте сбора эта волна будет наносить дополнительные 400% атаки. При 2 эффектах сбора, когда по одной и той же цели будем попадать, то после каждого попадания урон будет увеличиваться на 20%. И при 3 эффектах сбора мы будем восстанавливать 25% готовности абсолютного навыка. То есть она очень часто ультует при олене, плюс еще у нас появился саппорт, такой как Лина. То есть ультует она очень часто. Ну и талант увеличивает урон от полумесяцев до 600%. Кстати, очень много. Так, ну и давайте сравним. Допустим, сейчас я покажу ДПС, какой у нее будет вот при таком раскладе. Также очень важный момент, это именно вот эти шмотки использовать на героях сбора. У нас нет тут кучи дебафов, у нас будет один дебаф, который вешает вообще Алтон при разломе. Поэтому шмотка исключительно вот это. Ну давайте попробуем, покажем, сколько урона она нанесет.
цифрам сильно не придираемся, потому что это манекены. Мы именно берем число просто для сравнения с другим персонажем. Мы тут не какие-то уроны набиваем, просто получаем цифру и сравниваем ее уже с другими дэмэдж-дилерами. Подождем примерно, когда будет 3.30. Почему-то всегда на эту цифру беру, и уже будет ясно, что там у нас будет по уронам. Она очень быстро разгоняется. Сначала, допустим, вот у нас ближе к 9, но эта цифра будет стремительно расти вверх. Ну и вот мы подходим к отметке временной 3.30, это оставшееся время. И ДПС у нас, ну, почти 12. Вот она бывает переваливает. Тут все перевалило за 12, это миллионов в секунду. То есть, ну, неплохой урон. И теперь, опять-таки, запоминаем, что она у нас без пробуждений. Берем абсолютно тот же шмот. Вот у нас Хуберг на 5-м пробуждении будет. У нас та же расстановка, также бафают. Так, давайте его зальем, чуть не забыл. И ради интереса сравним, сколько у нас будет Хуберг наносить урона, который у нас на 5-м пробуждении. То также его бафают со всех сторон, все то же самое абсолютно. Таланты взял вот такие, тоже давайте посмотрим. Также будем ждать отметку в 3.30. У нас Хуберг первый ульт нанес, уже в принципе старт слабее, уже видно, что вообще не тот урон. Но мы все равно подождем, дадим ему шанс и посмотрим, сколько он сможет надамажить. Итак, вот мы приближаемся к отметке 3.30. Вот Хуберг только ультанул, вот его результат 7.6, 7.5, ну где-то, ну не в 1,5, но и не в 2 раза больше урон у Монолисы, при том, что она вообще без пробуждений. То есть Хуберг, он сам по себе герой не слабый, плюс за счет пробуждений у него статы намного выше, ну тут уже он продолжил разгоняться, поэтому уже сравнивать сильно смысла нет, так как урон будет только расти, но тем не менее, то есть без пробуждений она намного больше наносит урона. Также сравнивал с Телендором, 5-м причем, делал ее в разлом. Но, конечно, результаты впечатляют в плохом смысле. То есть Телендор на фоне ее, ну, кажется инвалидом. То есть он у нас в том шмоте, в котором она была до этого. Она у нас в шмоте, который вообще на Алтона был. Соответственно, она в разломе, вешает разломы. Но посмотреть на Телендора, на 5-го причем. То есть, ну, по таким целям у него почему-то урон вообще копейки. Да, тут у нее урон будет слабенький, потому что, ну, мотки вообще с Алтона, и тут приоритет на атаку, на ускорение и на раздачу. Ну и всякие там бафы и так далее. Но тем не менее, толку от этого вообще никакого нет. То есть она у нас по сути это именно damage дилер. Поэтому давайте сравним ее пробуждение. Как я говорил уже, на 5-й пробуде у нее идет именно основной буст. Соответственно, ее мы сейчас и поставим. Ну вот, допустим, берем ей 2-е пробуждение. В манекенах нам выживаемость не нужна. Ну и логично предположить, что статы от пробуд нам в любом случае урон дадут. Но это уже туда из разряда вон. Поэтому давайте посмотрим, сколько сейчас за счет пробуждений получится нанести урона. На финалке, скорее всего, она нам пригодится из-за того, что много целей. И, ну, как, конечно, непонятно, сколько будут наши соло-дамагеры наносить. Там неустрашимость и так далее. Там ледяной взрыв будет ли играть или нет. Плюс еще есть надежды на горение, что там Ашот заиграет. Вот. Но пока что такие есть какие-то надежды, что там нужна будет именно Монолиса. Так, на урон уже смотрим. В принципе, прошло 30 секунд и уже 11 миллионов. То есть она дальше еще и разгонится уже за 12. То есть та отметка, которая у нас была в конце прошлого теста, она у нас по сути уже достигнута в начале. И она продолжает разгоняться, разгоняться и разгоняться. В принципе, по какому принципу тут все работает. Чем чаще герои получают сбор, соответственно, нужно быстрее его также будет тратить, чтобы получить новый. И от этого она больше наносит урон именно с пассив. То есть всех героев собираем ускорение. По сбору, наверное, сделаю на днях отдельный именно гайд по всем героям, что как одевать, какие приоритеты. Вот, так что ждите также видео. Тут мы именно просто сравниваем Монолису с другими героями сбора. Как вывод, скажу так, что я хотел ее в принципе пропустить, так как думал, что она не очень. Но все-таки решил провести тесты и, к сожалению, придется в нее крутить. Круток у меня нету, придется где-то искать. Вот. Такие вот делишки. Ну вот, в принципе, 16 уже надамажила. То есть, если сравнивать с тем же Хубергом, который был на 5-м пробуждении, ну, образно говоря, его урон и единичка спереди. Это так, для сравнения. Поэтому кто-то собирался крутить лишь из-за того, что моделька прикольная, но это не только единственный ее плюс. Так же, как Damage Dealer, массовик, она тоже неплохая. На этом, в принципе, все. Выводы делайте свои. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.